От пациента. Симптоматика мочекаменной болезни. Первый раз была почечная колика и вышел небольшой конкремент 10 лет назад. Теперь в ночь на 31 октября 2025 года второй рецидив, нарастающая сильная боль справа в районе почки, внезапное затруднение мочеиспускания, частые позывы без мочеиспускания. Удалось снять боль теплым душем и приемом 2 капсул сердолуда. В последующие сутки затрудненное мочеиспускание, частые ложные позывы, 1 ноября относительно нормализация, затухание симптоматики. КТ проведено 1 ноября в 16,3. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 52 лет дата исследования. 1 ноября 2025 года область исследования. Урография при анализе результатов МС-КТ использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Надпочечники не увеличены, обычной структуры. Правая почка размером 1,00Х5-1Х4,5 мм. Паренхима неоднородна, в ней кальцификат до 5 мм. Чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Пирамидки уплотнены до плюс 134 Хаунсфилда. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Мочеточник визуализируется на всем протяжении. В его устье конкремент размером 5Х3Х3 мм, плотностью до плюс 383 Хаунсфилда. Левая почка размером 9,5Х5-4Х4,9 мм. Паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Пирамиды уплотнены до плюс 117 Хаунсфилда. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Мочеточник визуализируется на всем протяжении, патологические включения в нем не выявлены. Мочевой пузырь слабого наполнения, без особенностей. Патологические включения /образования не выявлены. Абдоминальные и забрюшенные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. В зоне сканирования свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Заключение. КТ-картина МКБ, конкремента устья правого мочеточника, уплотнение пирамид почек. Рекомендована срочная консультация уролога. 2 ноября 2025 года КМН. Доцент Котов МА. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В устье правого мочеточника встал конкремент. Его нужно срочно удалять для нормализации работы почки. Вам нужна срочная консультация уролога. Также есть косвенные признаки нефропатии, уплотнение пирамид почек. С этим также к урологу нужно обратиться.